Когда вам становится туго, и все оборачивается против вас, и кажется нет сил терпеть ни одной минуты больше, ни за что не отступайте. Именно в такие моменты наступает перелом в борьбе. Вы слышите цитату, а это значит, что на связи генерал Алекс. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Арктик Арена. На нижней позиции стартует Маракар, ядерный генерал Китая Тао. На верхней позиции начинает Бойко, стелс-генерал Гла, принц Кассат. Перед началом просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Итак, сегодня на YouTube-канале Маракара я обнаружил стрим, в котором и увидел данный поединок. Играл он в ладере, и вот решил с ним поиграть Бойко. Кстати, с Маракаром играл и русскоязычный боец Хохарт, который дал достаточно достойный бой египтянину. Желаю Хохарту удачи, надеюсь, он еще более как-то будет развиваться, улучшит свой скилл и покажет еще европейскому комьюнити. Что касается карты, то не совсем мне карта знакома, и к ее созданию имеет какое-то отношение Доминатор. Возможно, она создана для турнира, а бойцы решили ее, скажем так, протестировать, потренироваться на ней, ну и отточить какие-то свои навыки игры. Карта достаточно богатая на ресурсы, есть и вышки, очень много коробок, есть несколько ресурсных доков, есть ремастерская и так далее. Бой будет очень насыщенным, дай бог бы мне успеть все увидеть и все, естественно, вам показать. Итак, смотрите-ка, справа приехал Дозер, будет пробовать Маракар отменять захваты, но не выходит. Все-таки Бойко будет захватывать вышку, Дозер был уничтожен. Также Батлмастер приехал отменять захват прямо уже на базе у Бойки, но вышка уже под контролем стелса, отменяется разве что повстанец. Каленый БМ подъезжает к военному заводу, есть квад, и квад, я думаю, что этот будет Батлмастер утилизировать уже до конца, и тогда все верно. Подъезжает еще один БМ, есть, кстати, здесь угонщик. Бойко тем временем приехал техничкой, ракетчики стоят, пробиваются полтаки, еще два загружаются обратно в течь, скорее всего Бойко будет и под второй сапплай заезжать и просто эти саппалтраки сейчас уничтожать. На центр БМ приехал, Бойко расположился достаточно хорошо, облепил со всех сторон сейчас ядера, устанавливает норы, куча пехоты бегает опять же. Маракар, в принципе, занимается тем же самым, что и Бойко, захватывает вышки, забирает себе территорию. Техничка потихоньку отступает обратно, наполовину, кстати, каленая БМ ее здесь пробил и начинает погоню, но Бойко, я думаю, такими темпами все-таки сможет ее сохранить. Отъехал, есть танк Дракон, здесь домики, я думаю, нужно сейчас освобождать, иначе пехота вся просто в них погибнет. Есть угонщик, кстати говоря, можно этот Дракон сейчас украсть, все верно, этим самым сейчас Бойко и занимается, крадет Дракон у Маракара. Два Батлмастера и минус Дракон рабочий, также минус, да-да-да, на ядерных осадках он здесь все-таки погибает. Еще один Дракон плюс пост, пехота идут направо сюда, скажем так, на центр и пытаются уничтожить ресурсные, но пока не удается. Выходит рабочий и добыча возобновляется. Перехват вышки. Бойко берет еще одну себе в актив, а вот здесь небольшой баг у нас появляется. Смотрите, здесь здание. В здании сидит ракетчик, ну здание куда-то исчезло сейчас. Ну и идет перестрелка. Здесь, по сути, такая пустота в итоге образовалась. Но на самом деле здесь здание стоит. Есть арт-платформа. Арт-платформа как раз-таки это здание сейчас пробивает. Еще три ядерных Батлмастера пробивает нору. Ну и, в принципе, такой силой можно эту норку закрывать. Бойко тем временем дал вот здесь достаточно хорошие позиции. Кстати, есть нефтепереработка на карте у каждого из бойцов. Но пока Маракар ее не захватывает, возможно, через пропаганду. Да, пропаганда строится, потом выходит Лотос и НПЗ захватывается. Вот каленый саппалтрак, кстати говоря, стоит. Его нужно бы вернуть на добычу. Слушайте, ну и теряет Бойко все-таки свой ресурсный здесь. Даже норку не дает построить Маракар Бойке, точнее восстановить ее обратно в актив. И перехват вышки. Перехват вышки с помощью красногвардейца. В принципе, можно было и НПЗ через красногвардейца захватить, если изучен захват. Ну и сколько? Раз вышка в активе у Маракара.
Вот еще одна вышка здесь. Перехват, кстати говоря. Да, Бойко перехватывал ее себе. Обратно Маракар, я думаю, что себе ее сейчас вернет. И будет уже в сумме 3. А вот здесь уже 4-я. 4 вышки сейчас в активе у ядера. Плюс ресурсные доки качают. Смотрите-ка, и здесь док ставит. И вот вышку себе перехватил. Хорошая экономика сейчас у Маракара. Посмотрим, сможет ли он как-то реализовать это экономическое преимущество. Минус Батлмастер. Причем даже через каркаса отменяется здесь скрап. И, я так понимаю, не дает сделать Маракар Бойке Убертеч. И дозер себе стащил Бойко через угонщика, слушайте. И появляются ядерные танки Оверлорды. Что же касаемо дозера. Дозер стащил и начинает постройку энергии. Сейчас Гла у себя на базе. И даже ставит каркас командного центра. Успел Бойко установить эти здания, скажем так. Но дозер был уничтожен. Тем временем оверы идут налево. В центре уничтожают ресурсный. Ресурсный распродается. Там на пути вышка. Сможет ли ее Бойко сохранить? Большой вопрос. Слева идут танки-драконы. Ну и, кстати говоря, Бойко-то на месте не сидит. Также справа вот здесь с позиции выходит. Квады плюс Батлбас. Пробивается сапплай минус. И казарма тоже, я так понимаю, отлетит. Рабочий дальше идет вниз по карте. Ставит еще одну норку. Маракар также наступает. Есть Джарман, значит есть дворец. Да, вот он. Очень много пехоты плюс басы. Нужно пробовать как-то защищаться. НПЗ также себе Бойко не захватывал. Разжигается стена огня и минус казарма. Норка также будет сгорать. Войска Маракара смещаются немножко правее. Здесь Батлбас пытается как-то огрызаться. Там есть еще одна казарма. Я так понимаю, что Бойко в 2 казармы стартовал. Батлбас здесь катается. Минус овер. И пробивается командник. Ну там 4 овера идут вперед. Поэтому этим квадом, в принципе, я думаю, здесь ловить нечего. Слушайте, аж реплей немножечко начал зависать. Проседает немножко FPS, я так понимаю. Да, и просто 3 батлбаса, я думаю, сейчас будут утилизировать полностью эту армию. Но отличные драконы на самом деле здесь. Минус дворец, казармы, норы. Тут, я так понимаю, сейчас еще и будет потеря военного завода и потеря сапплая, скорее всего. Пробивается вышка прямо на базе. Сейчас запускается арт-удар и ковровая бомбардировка. Есть уже 4-й ранг у Маракара. У Бойки пока только 3-й. И минус вышка, минус нора. Дракон все-таки закрывает военный завод, сапплай. Можно, в принципе, не дать построить и вот эту нору. Ну и продолжается, в принципе, наступление. Правда, юнитов уже поменьше, но на базе здесь у Маракара Бойко, в принципе, тоже неплохо прошел. Уничтожил сапплай, казарму, вышку. Даже уничтожил здесь саппалтрак. Но и норки потихоньку уничтожаются. Но есть сверху еще целых 4. И батлбасы идут вперед, уничтожают ресурсный центр. На пути вышка. Здесь есть один овер, но один овер этим басом не помеха. Хотя один все-таки смог Маракар перевернуть. Подъезжает еще один бас. И минус, я так понимаю, будет сапплай. Саппалтраки смещаются. Саппалтраки, в принципе, тоже можно уничтожить. Уничтожается вышка. Сапплай также в минусе. Есть 2 труповоза. Выходят сразу же красногвардейцы заранее. Ну и идут пока просто в центр, а батлбасы, в принципе, беспрепятственно практически уходят обратно в норку. Хорошие атаки с одной и другой стороны, в принципе. И одному и другому бойцу сейчас было очень даже не сладко. БМ минус. Отлично. Остался здесь, кстати, повстанец стоять. Можно попробовать перехватить вышку, почему бы и нет. Слева на доке здесь позиции у Бойки были отменены. Стоит пост, дежурит. Отстраиваются обратно норы. И, кстати, электростанция так и осталась. Жить не смог ее добить Маракар. Но вот этот вот шаг красногвардейцами под норку. Выходит здесь квад. И мне кажется, это опрометчивое достаточно решение. Просто сейчас ложится вся пехота, а Бойко потихонечку просто себе ранг набирает. Так, тем временем подъехал БМ и должен понимать Маракар, что здесь куча нор и нужно уничтожать эти позиции. 4 норы, представьте, 4 стелсные норки. Сколько всего сейчас может здесь Бойко натворить, и появляются миги. Появляются миги, есть филд и строится ядерная ракета ЕЦМ. Танк здесь стоит, можно, в принципе, его в общую пачку как-то добавлять. Скоро появится апгрейд, я так понимаю. Ну и против мигов воевать будет достаточно тяжело. Бойки на самом деле очень хорошее оружие. Ну и через лотос захватывается нефтепереработка. Миги пока просто кружат в воздухе. Выходит Джарман.
Отменяется один овер, и захват НПЗ не состоялся. С помощью Джарвана отменяется Лотос. По четвертому рангу у каждого из бойцов. Буквально недавно Маракар был впереди, у Бойки был только третий. И вот уже сейчас Бойко выходит вперед, у него уже почти 5-й ранг. Слушайте, Маракар восстановил ресурсный центр и вновь добывает здесь на центральной части карты. Вышка у него по-прежнему под контролем. И в сумме их все равно остается 3. Было, правда, 4. Даже было, по-моему, 5. Вот здесь еще была вышка под Маракаром. Но 2 он потерял, и осталось пока что только 3. Что же касаемо Бойки. Раз вышка, 2 вышка на базе у него уничтожили. И еще 1 вышка есть в центре. 3 вышки. 3 вышки и просто 4 батлбасса сейчас идут вперед. Минус дозер не дал поставить сейчас Бойко Маракару стационары Гаттинга, и Миги залетают. Но Миги пока без апгрейда. Ну, 2 батлбасса, слушайте, смог перевернуть. Еще 2 заезжают на базу аккуратно на минах здесь. Минус пропаганды, я так понимаю, да, все верно. Там помогает арт-платформа, еще вдобавок каким-то образом достает. Пробивается саблтрак, можно, в принципе, отменять сапплай. Маракар тем временем идет по правому флангу. Куча пехоты, перехват, слушайте, перехват вышки, перехват командного центра, 4 овера идут вперед, и как защищаться-то? Работает Джарван, и захватывается 1 овер, с помощью ребелямбуша причем. Токсобомба и минус пехота, но вот эта пехота, она все-таки, ну, получается перехватить вышки. Хотя какая-то часть здесь, в принципе, на токсинах вроде бы даже как дамажится, но прострелил Маракар, видимо, и токсины просто очистил. Пробивается командный центр, вышку себе Маракар забрал. Тем временем здесь стоит Батлбасс, но почему-то пока не стреляет по филду, а надо бы. Пропаганда была потеряна и была отмена саплтраков. Саплтраки опять восстанавливаются. Маракар по-прежнему наступает справа. Напоминаю, вышку себе забрал. Ядерная ракета начинает обратный отсчет. Ну и все. Минус филд и минус бас. В принципе, Маракар у себя на базе отбился, но с достаточно большими потерями. Отмена командного центра Бойки. Маракар прет по-прежнему, правда, 2 всего лишь оверлордами. Было бы чем добавить, было бы просто шикарно. На самом деле, можно было бы фланг Бойки просто бы сносить. Некоторое время назад левый фланг полностью Бойко потерял, но восстановился, теперь теряет правый. Если так дальше пойдет, если Бойко отобьется, мне кажется, он опять восстановится и на правом фланге, будет дальше продолжать существовать на карте, дальше продолжать драться. Пробивается казарма. И вновь запуск ковровой бомбардировки и арт-удара. Вновь через центр будет пробовать, я так понимаю, Маракар сейчас идти в атаку. Так, арт-удар на дворец, и ковровая бомбардировка должна закрывать его полностью. Минус дворец, отлично. Причем справа здесь отбился, еще и овер себе Бойко забрал. Вышка уничтожается, не стал ее себе Бойко перехватывать, и миг залетает, и просто перевертыш. Просто басы переворачиваются, и добавляет Маракар, 5 оверов идут вперед, красногвардеец даже здесь есть, но он вот тут стоял под вышкой и просто пошел в общую пачку, и я слышу, даже была украдена 1000, я так понимаю, бустанулся сейчас Маракар через повышение, украл денег себе немножечко, и залетают это мины под военный завод. Тем временем летит еще и вдобавок Эми бомба, и сейчас все вот эти позиции, естественно, будут заморожены, уничтожается домик, и 5 оверов идут вперед. 1 был выселен с помощью Джарвана, осталось 4. Жалко, нет того самого красногвардейца, который был где-то в этом квадрате потерян. Можно было бы овер себе обратно забрать. Но пока остается только 4. В принципе, 4 таких овера должны уничтожать все, что видят на своем пути, учитывая еще и тот факт, что здесь все сейчас заморожено с помощью Эми-бомбы. Военный завод в блоке. Надеюсь, у Бойки есть юниты, чтобы как-то защищаться от этой пачки. Но произошла разморозка. Уничтожается Стингер. И заходят просто с двух сторон сейчас басы. И пробиваются оверы наглухо. Все. Буквально за несколько секунд Бойко отбивается. Залетают миги. И перевернули один батлбасс уже до конца. Точнее, его, можно сказать, уничтожили. Тем временем рабочие, смотрите, какие наглые. Но это нагло. Это нагло, я считаю, Бойко. Здесь такое не прокатит. Еще и инферно-танк, слушайте, тут появляется. Ну, красногвардейцы здесь еще вдобавок есть, поэтому не вариант такой наглый выход рабочими. Так, а здесь был подрывничок и уничтожился полтрак. Слушайте, интересно, даже подрывники бегают. Еще один подрывник и наполовину теперь каленый овер. Ну, овер, естественно, восстановится. Еще один сапплай.
тоже достаточно наглый. Бойко, что ли, в себя поверил. Его так давили половину игры, даже больше. А теперь смотрите-ка, какие наглые позиции здесь ставятся, да? Джарман прибежал. Минус 1 овер. Красногвардейцы выходят заранее из БТРа и сразу же этот овер себе назад в пачку забирают. Саплай распродается, не дал Бойко его уничтожить. И, кстати говоря, есть 5-й ранг у каждого из бойцов, и мы увидели практически все повышения. Да, все мы увидели, в принципе, повышение сейчас у Маракара, но не увидели пока скрытой атаки от Бойки. Была только токсобомба вот здесь. Вышка уничтожена, осталась у Бойки только одна, я так понимаю. У Маракара их 2. Ну и идет Маракар сейчас по левому квадрату, по левому флангу центральной части карты. И через 40 секунд запуск ядерной ракеты. Не знаю даже на самом деле, если вдарить ядеркой, допустим, вот сюда. Ну, Саплай, понятно, он уже как бы такой особой ценности здесь не несет, потому что добывать осталось буквально 600 баксов. А вот снести вот эти здания вместе с вышкой за один залп ядерной ракеты достаточно было бы неплохо. Здесь был пехотинец, и с помощью мига все это дело уничтожается. Так, а тем временем опять с помощью Джармана выселяется Батлмастер, и с помощью Ребелямпуша засаживается туда пехота от Гла. Был уничтожен Лотос, заходят Батлбасы, слушайте, и опять пачка ложится. И опять пачка ложится, отлично на самом деле работает Бойко. Причем бас еще и выживает один и идет дальше. Здесь еще 2 баса идут вперед. Квад, есть овер краденый. И запускается ядерная ракета. Вопрос, куда она сейчас прилетит. Она прилетает на правый фланг и уничтожается вышка. В принципе, нормально. Почему? Потому что в центр можно и через пачку попробовать пройти, где-нибудь отсюда так зайти, если не через не под дома сюда идти, потому что ракетчиков там неизвестно сколько. А вот сюда идти достаточно далековато, поэтому через ядерную ракету просто вышка уничтожается. Так, ну и отбился вроде бы как Маракар. Хотя ударили по нему достаточно серьезно, на мой взгляд. Очень много было басов. И опять ставится Саплай. Полетела ковровая бомбардировка. Вопрос, куда на этот раз? На энергию. Летит она на энергию, да, электростанция закрывается, но есть командник. Есть командник, можно выводить дозер и ставить вновь электростанцию. И слушайте, ставится скат-шторм. Ставится скат-шторм, мины на ракетчиков. И уходит потихоньку Бойко во вторичку. Кстати говоря, есть электростанция. Есть дозер. Дозер был выведен заранее, была построена электростанция. Также одну потерял, другая есть, в принципе, нормально. И я вижу 4 черных рынка. 5 черных рынков я даже вижу от Бойки. Ресурсы на карте потихоньку заканчиваются, поэтому Бойко заботится об этом моменте заранее. Ну и подбирается Маракар к вышке. Я думаю, что все-таки раз идет Лотос, то будет вышку себе Маракар собирать, и летит токсобомба. Полетел, кстати говоря, арт-удар. Вопрос, что будет бить? Будет бить черный рынок. Пробивается черный рынок, экономика потихоньку Бойки сокращается. Вторичная экономика, подчеркиваю. Так, справа здесь бежит рабочий, но здесь стоит труповоз, поэтому да, все верно, Маракар должен это дело видеть. И минус. Рабочие токсины легли в аккурат под филд. Ну и ждем, я так понимаю, ждем скрытую атаку. Ну а Маракар тем временем разбивает центральные позиции Бойки. Сейчас у Маракара стоит ресурсный центр вот здесь. И я думаю, что сюда он его ставить не будет, а просто поедет потом на дальняк добывать. Что же касаемо мейна, на мейне все ресурсы уже кончились, вторички нет. И так до сих пор себе Маракар не захватил нефтепереработку. Открывается скрытая атака. Она открывается, правда, прямо под арт-платформу, но 2 батлбаса должны, в принципе, все это дело здесь уничтожать. Минус филд. Филдов больше нет. Маракар идет вперед. Там во дворце есть ракетчики, но армия достаточно серьезная. И будет, я думаю, что этот дворец все-таки уничтожаться. Выселяется один овер с помощью Джармана, но пехоте не дает Маракар подойти, чтобы его занять. Пехоте от Гла. Пробивается вышка. Так, тем временем приехал овер закрывать скрытую атаку. И успевает все-таки выйти еще один бас. Так, аккуратно тут мины. И мины прям в аккурат под приезд басов просто исчезают. Уничтожается пропаганда, пробивается еще одна вышка. Маракар пытается идти вперед, но мне кажется, попытки тщетны. Тут еще и бегут угонщики. Минус еще один овер. Теперь он в казне. В обойме, точнее, у Бойки остается всего лишь 2. Причем один здесь был выселен. Его также можно через рабочих забрать. И Маракар сдается.
Слушайте, достаточно интересный бой, причем обратите внимание, даже вот по ресурсам, если смотреть, собрали бойцы примерно одинаково. Да, Маракар уничтожил больше зданий, но, тем не менее, Бойко все-таки победил, и победил, я считаю, заслуженно. Очень крутой поединок. Давили всю игру, но он все-таки смог ее перевернуть, и под конец игры поставил себе скат-шторм, вышел во вторичную экономику, у него стало хватать денег на то, чтобы и наступать, и защищаться. В принципе, Бойко и атаки очень хорошие проводил, и по итогу получил свою заслуженную победу. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс УВС. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.